Тема у нас спецблонд. Показываю нам нашу модель. Седина у нас очаговая, как видите. Поэтому будет у нас отдельное нанесение. То есть на части, где у нас седины мало, будет один краситель спецблонд, а на части, где у нас седина, у нас будет обычный краситель на уровне десятки. Сейчас покажу, как буду разводить. Давай буду снимать тебя. Так, у меня тут произошли технические проблемы, да, не получилась у меня съемка. Как я выдавливаю красители. Но хорошо, что я увидела это только сейчас, поэтому дальше мы с вами будем разводить. Значит, я взяла 11А 20 грамм, взяла блонд крем H 10 грамм. Добавила я антижелтого 5 грамм. Дальше G1. Эта смесь у меня идет синего с фиолетовым. Две части синего, одна фиолетовая в этом составе. Мы с вами добавляем. Два грамма. Видите, у меня получилось даже 3. Так, и я еще добавлю пепла. Пепел у нас с вами 0,1. Еще грамм добавили пепла 0,1. Перемешайте сначала хорошо. Микс тона, чтобы у вас не остались никакие крупинки и вы не сделали кляксу. После этого добавляем оксид 12%. У нас с вами красители, если помните, я взяла 30 грамм, но буду добавлять я 50 грамм. У нас смешивается 1 к 2, но буду добавлять всего лишь 50, потому что мне надо усилить аммиак. То есть мне нужно поднять еще уровень будет. Хорошо вымешиваете до однородной массы. Вы можете после того, когда размешаете, добавить лечение, то, которое вам нравится. Главное, чтобы у вас не тормозился процесс окрашивания, чтобы краска не потеряла мощность. Так вот однородная у нас масса. И я добавлю лечение вот, мусса трудами. Теперь нам надо с вами развести для седины. Берем с вами 10,0. Так, где-то грамм. Давайте сделаем 9, пускай будет у меня. Хотела 8 выдавить, но выдавилось 9, поэтому будет 9. И 10, 11.4 грамма. Микстуем обязательно антижелтый. Подожди, а причем здесь страховка? Не выйдет, это вообще к чему? Добавила 3 грамма и пепел. Добавим с вами еще. Вот он. Я не знаю, что сейчас будет. Подожди, дайте тебе один 1 грамм. И оксид у нас с вами 6% будет.
У нас там с вами 13, поэтому где-то грамм 11. Миксон мы не считаем. Грамм 11 мы с вами добавим оксида. Также перемешиваем до однородной массы. Лечение можете себе добавить. И идем с вами наносить каждую зону отдельно. Краситель мы начинаем с вами наносить со спецблонда. Если вы помните, я вам показала, что у нас виски совершенно белые, поэтому эта часть у нас будет десятка. Здесь мы с вами наносим спецблонд на эту зону, на всю темную. Аккуратно наносите, не заезжая на ранее окрашенные волосы. Ищите очаги, если где-то еще тут есть очаги большие, то вы, конечно же, их обходите. Если нет очага, то наносите тогда равномерно на все темные волосы. Очаг — это вот то, что у тебя, вот это видишь, у тебя неравномерная седина, а вот у тебя очаговые, очаги на висках. Вот смотрите, мы с вами начали красить, и видите, очаг, вот он перешел сюда. Поэтому мы с вами красим, выбирая очаг. То есть красим только темные волосы. Поэтому подходите к этому серьезно, потому что если вы накрасите спецблондом очаг, он будет очень серо-черный. Такого неестественного стального цвета. Наносим густо, хорошо. Краситель не жалеем. Выбирайте обязательно волосы. Посмотрите, видите, у лица тоже вот у нас интересный рост волос. Видите? Вот здесь вот у лба достаточно темная, и сразу же появляется белая прядка. Поэтому мы с вами выбираем вот эту зону тоже. Вот она у нас. И ее прокрашиваем. А вот эту вот оставляем. Старайтесь тогда красить, не заезжая на зону, которую вы будете другим красителем красить. Потом я вам покажу, что дальше надо будет делать. Все, такой процесс. Дотерпишь, что дать воды сходить? Давай. Мы с вами наносим, начинаем спецблонд. Наносим аккуратно на зоны, на свежеотросшие, не ранее окрашенные. То есть вот на ранее окрашенную зону мы с вами не наносим. И так как у нас с вами седина, очаги седины, вот я вам показываю, что я выискиваю пряди, где у нас темные зоны, где светлые. И где светлые, как видите, я не крашу. Вот я вам показываю, видите, вот светлая зона. Я ее нашла, и я ее сейчас не крашу. Красить я ее буду чуть позже. Не заезжайте спецблондом на светлые зоны, иначе у вас будет очень такой грязно-серый цвет.
На затылке у нас тоже есть вот в этих вот местах очаги. Тоже оставляйте их. Не прокрашивайте спецблондом. Наносите по маленьким проборам, потому что краситель этот должен густо промазывать волосы для того, чтобы мощности хватило на осветление. Здесь вот смотрите, хвостики беленькие, я их оставляю. А то, что темное, промазываю. Еще один момент, для того, чтобы вы не сомневались, что вы хорошо все намазали, нам надо обязательно пройти в обратную сторону. Вот видите, маленькие беленькие хвостики у нас. Я здесь уже беру наш краситель, который 10 уровня мы с вами размешивали, и их вот так вот промазываю. Потому что нам тоже надо красить. То есть мы сейчас переходим уже к нашим очагам. Все, вот этот хвостик маленький намазали. И дальше в обратную сторону еще раз наносим спецблонд. Также хорошо наносим, не заезжая на ранее окрашенные волосы. Вы сейчас в данный момент как бы делаете проверку, что вы не пропустили никакую зону, и все у вас аккуратно промазано. Когда вы до конца в обратную сторону намажете, и с этого момента мы с вами начинаем отсчитывать время выдержки спецблонда. Конкретно у нас время у каждого производителя свое, но это приблизительно там 50 минут. Мы будем сидеть час, и я вам уже говорила не раз, вы можете сидеть и дольше, если вы хотите, чтобы цвет стал похолоднее. Потому что только после часа начинают проявляться холодные пигменты. Аккуратно промазываете. Видите, густо промазываю. Краску не жалею. Тем более, когда отрастают корни больше, чем на сантиметр, как вы понимаете, температура по волосам разная, и ровно краситель получается крайне редко. Теперь с лица сейчас отчесываю, и также промазываю еще раз аккуратно. И переходим теперь к нашим очагам. Вы помните, у нас 10 уровень уже здесь. Краска разведена. Наносим. Но время уже вы засекли. Я наношу одновременно и виски, и спецблонд. Нам с висками тоже сидеть 40 минут надо. Поэтому, когда вы нанесете, время выдержки спецблонда, оно уже идет. И то некоторые производители предлагают тоже сидеть с сединой
немного больше, там, до 50 минут, до часа, для того, чтобы лучше взялась седина. Время вы уже для спецблонда засекли, и через 20 минут мы с вами подойдем для того, чтобы сделать еще дополнительные манипуляции. А сейчас ваша модель сидит. У нас с вами прошло 20 минут, и мы еще раз донаносим краситель. Обязательно повторяем все наши зоны, где мы с вами прокрашивали спецблонд. Аккуратненько. Добавляем свежей краски. Заново запускаем процесс таким образом. И еще один такой момент обязательный, вот конкретно для данной модели и конкретно вот в этом окрашивании. У нас с вами виски отличаются, у нас там другой краситель. Краситель у нас там 10. Он, естественно, никогда не будет одинаковым, не будет таким же, как спецблонд по цвету. Поэтому мы сейчас с вами поверх нашей краски, вы помните, что время тоже здесь уже шло, мы поверх нашей краски нанесем еще спецблонд. То есть мы, смысл какой у нас здесь? Пигмент сейчас уже вошел, и теперь нам надо сделать его посветлее. Потому что если мы нанесем на виски просто чистый спецблонд, то у нас не будет цвета, просто будет серый цвет волос и все. То есть пигмент не насытит наши волосы. Заново прошлись. Помните, у нас внизу хвостики тоже были окрашены 10, поэтому на них наносим тоже спецблонд. Опять же опускаем волосы, проходим в другую сторону. Не ленитесь, делайте эти шаги для того, чтобы равномерно нанести краситель и чтобы равномерно он лег. И мощность осветления была все-таки хорошей по всей отросшей части. Ага, поняла. Ну дальше. Нет, не сдать уже, которые в конце недели, не переживай. 100%, хочешь не лети. Ты угомонишься, нет? Чем лучше вы будете наносить краситель, тем у вас будет лучше фон осветления, который вы хотите получить. Наоборот, отвлечешься, дурака не валяет. Только начало, понимаешь? Да тебе это вообще пальцы. Сейчас у меня просто все народы вылетают, которые в эту неделю, они как все военные одаренные. Вот они просто говорят, ну что, ну поездка там получше, или как? И наносим спецблонд на нашу тоже височную зону, потому что здесь у нас, вы помните, 10. Теперь высиживаем наше время до конца. Мы конкретно будем высиживать час. Общее время выдержки не забывайте. Еще, кажется, 20 минут.
Да, сейчас еще чайку налью. Или ты кофейку хочешь? Мы с вами высидели положенное время, прошли в мойку, и теперь будем делать переоксидацию в мойке. Для этого нам надо смочить волосы хорошо. Вот сейчас настроим водичку. Вот. Хорошо смачиваем волосы. И эмульгируем. Заново перезапускаем краситель. Заодно вот эта процедура дает тонирование у нас по длине. Только обязательно внимательно смотрите, чтобы особенно в серость не уйти. Лежать можно от 3 до 10 минут легко. Все зависит уже от вашей надобности. Пока ваша девушка лежит в моечке, вот смотрите, видите, как у нас с вами уже тонируются волосики, видите? Сразу, видите, сероватый цвет приобретается. Вы хорошенечко кожу головы помойте. Так, вот наш с вами теперь результат. Давайте подойдем, как всегда. Во, сейчас я поймаю, как вот ракурс, чтобы передавался цвет. Вот он, смотрите, какой у нас оттенок получился. Сейчас я вам подниму, чтобы вы видели. Вот, цвет достаточно красивый. Получился такой холодненький. Вот. Не показывает. А, вот так вот чуть-чуть вот видно. Вот. Очень плохая получается камера. Невозможно передать оттенки. Но вы это все знаете, да. Так что вот я вам показываю вблизи цвет. Давайте посмотрим височки. Мы с вами височки красили отдельно. И вот у нас вот такой вот результат на височках. Видите? Очень ровненькие получились височки. Симпатичные.